Всем привет! Сегодня мы сделаем свадебный портрет из 3 фотографий. Создадим новый документ и откроем все фотографии, которые мы будем использовать. Выделим девушек, используя инструмент лассо. После выделения нажимаем Ctrl-G и переносим этот слой в наш новый документ. В другой фотографии выбираем точно так же еще одну. Тоже нажимаем Ctrl-G и тоже переносим в новый документ. Нажимаем Ctrl-T и с помощью трансформации делаем нужный нам размер. По композиции мне не очень нравится, что невеста, а именно она, центральная фигура, очень сильно развернута. Поэтому находим фото, где она стоит одна, выделяем, копируем на новый слой Ctrl-G и переносим в наш документ. Итак, у нас получается, что при создании этого портрета мы использовали 3 фотографии. Находясь на слое с невестой, инструментом быстрого выделения выделяем девушку. Нажимаем вверху на панели выделение и маска. С помощью кисти уточняем края. Нажимаем в выпадающем меню новый слой со слоем маска и нажимаем ОК. Теперь мы можем доработать детали белой мягкой кистью, находясь на маске слоя. Точно так же мы обрабатываем и вторую фотографию, и третью. С масками на слоях работать очень удобно. У нас всегда есть возможность поправить изображение. Здесь у нас на платье не выделились цветы, но за счет того, что мы работаем с маской, соответственно, мы можем их восстановить. Уточняем пропорции девушек. Объединяем видимые слои, нажав клавиши Alt, Ctrl, Shift, E и применяем фильтр «Стилизация масляная краска». Создаем маску слоя и на маске слоя убираем те детали, которые должны быть видны отчетливо. Это глаза, губы, руки. Мы их будем прорисовывать мягкой кистью черного цвета на маске слоя. Убираем ненужные нам фотографии и переносим сюда слой фона.
Ставим этот слой в самый низ. Объединяем все слои с девушками. Скрываем из видимости все слои, кроме самого верхнего. На этом слое инструментом овальное выделение выделяем нужный фрагмент изображения. И при активном выделении нажимаем на маску. Создается маска слоя. Кликаем на маску слоя и ставим нужную нам растушевку. Делаем наше изображение горизонтальным. А теперь мы включаем видимость слоя с фоном. Корректируем слой с девушками. Создаем новый слой уровней. Потом скроем уровни и попробуем работать камерой RAW. Увеличиваем экспозицию, уменьшаем температуру, включаем слой с уровнями и регулируем непрозрачность слоя. На слое с уровнем должна быть включена отправочная маска. Переходим к коррекции фона. Включаем цветовой тон насыщенность и в активной обтравочной маске подбираем нужный тон и насыщенность. Насыщенность я, как видите, убрала. Оставляем активным верхний слой с девушками и фон. Создаем маску слоя и убираем недостатки, которые мы не увидели. Сливаем маску и делаем еще одну. Инвертируем ее, нажав клавишу Ctrl-I и дублируем этот слой 4 раза. Выбираем кисть и на маске слоя белым цветом начинаем проявлять наше изображение. На следующем слое мы можем поменять кисть, мы можем поменять прозрачность кисти и точно так же работаем с изображением, выбираем нужные нам места. Если где-то сильно мы проявили фотографию больше, чем нам нужно, просто меняем цвет кисти на черный. Переносим на наше изображение текстуру масляной краски. Убираем ненужные нам места. Там, где текстура не должна быть, это лица, руки. Все это мы проделаем опять же на маске слоя. Добавляем на наше изображение текстуру холста. Чтобы эта текстура красиво стала на наше изображение, нажимаем фильтр стилизация и теснение и регулируем прозрачность. И режим наложения перекрытия. При увеличении на лицах эта текстура будет смотреться грубовато. Когда я нажимаю клавишу Ctrl-T, свободное трансформирование, уменьшаю эту текстуру, дублирую слой
и устанавливайте текстуру так, как мне нужно. Поскольку это фото будет смотреться лучше в квадрате, то на последнем этапе я просто кадрирую изображение. Мне очень нравится результат, который получился. Великолепно получился холст, отлично получились девчонки. Супер!